Здравствуйте, мои дорогие подписчики, гости канала, с вами Женя, вы на канале «Счастье в нас самих», где, как всегда, ответы на практически любые вопросы, инструменты для улучшения вашей жизни, а также практики, настрои и ритуалы для исполнения любых, даже самых невероятных желаний. Ну и, как всегда, помните, ваши мысли, чувства и действия сегодня создают вашу реальность завтра. Все, что с вами происходит сегодня, притянули вы сами. Верите вы в это или нет? К счастью или к сожалению, это так. Поэтому возьмите под контроль ваши эмоции, ваши чувства и ваши мысли, и тогда вы увидите, как меняется ваша жизнь. Ну а Таро вы все знаете на моем канале и в моих консультациях. Я же таролог и коуч по саморазвитию. Скорее всего, те, кто следят за моим творчеством, уже знают это. Я подхожу к Таро как к советам и к тому, как обходить тяжелые, нелегкие ситуации и как же лучше действовать для того, чтобы жизнь улучшалась. Ну, а сегодня благие вести от Таро мечтателей. Так называется эта колода, и недавно я ее приобрела, и могу сказать, что сегодня она одна из моих любимых, и я на ней много предсказываю. Ну что, мои дорогие, сосредоточьтесь на себе любимых, сделайте себе комплимент, похвалите себя, ну и, конечно, обязательно улыбнитесь. Улыбка улучшает жизнь. Чем больше вы улыбаетесь, тем больше причин для улыбок дает вам ваш мир, ваша жизнь, Вселенная, высшие силы, Господь. Каждый из нас верит во что-то свое, и то, во что мы верим, работает для нас. Ну что, благие вести от Таро мечтателям. Первое, что могу сказать, первая благая вещь, что вас ждут встречи. И это могут быть как романтические встречи, и здесь я вижу встречи радостные, так и встречи с родными, друзьями и близкими. Могу сказать, что не вижу я здесь ничего по этой карте, ничего связанное с работой, карьерой и бизнесом. Мы посмотрим об этом дальше. Ну а встречи, которые ожидают вас в самое ближайшее время, принесут вам удовольствие. Какими бы они ни были, я имею в виду, или это романтическая встреча, или это просто встреча с родными, или это встреча с друзьями, но удовольствие вам обеспечено от этих встреч в самое ближайшее время. Что еще хочет нам сказать Таро мечтателей? Таро мечтателей хочет нам сказать, что результатом этих встреч будут изменения в вашем внутреннем состоянии. Именно вот то, что я и сказала, что встречи принесут удовольствие, вот после этих встреч вот такое ощущение, что вы будете окрылены. Ну, для тех, у кого это будут романтические встречи, я уже вижу, что окрылят вас разговоры с возлюбленным, с возлюбленной. Это может быть точно так же и пара, муж и жена, или любой вид отношений, который есть между мужчиной и женщиной. Вот после этой встречи вы будете окрылены. Значит, встреча пройдет успешно и плодотворно для вас обоих. Ну а если мы говорим о встрече с родными, близкими и друзьями, то получите такое удовольствие, что будете после этой встречи окрылены.
Ну и могу сказать, что еще какие благие вести, что вам даже не захочется, воевать. Вот я же говорю, все почему-то в ближайшее время крутится вокруг встреч, после которых будет какое-то осознание, что мир прекрасен. Я знаю, что я говорю сейчас высокими словами, но вот как у меня идет информация, так ее доношу вам, что мир прекрасен и нет смысла бороться. Вы именно это осознаете, что борьба, может быть, до встречи, которая вас ждет, было ощущение борьбы, было ощущение конфликта, но вот после встречи вижу, что это ощущение пройдет, и вы действительно поймете, что борьба ни к чему не приведет вас. Сейчас я еще хочу посмотреть. Ну вот, я же все время смотрю и вижу, что идет именно баланс. Идет балансировка. Вот что-то вы выберете после встречи, будет у вас определенный выбор, что-то вы выберете, что уведет вас от дисгармонии. И я очень этому рада. Давайте еще одну карту. Да, действительно. Действительно приведет это все к счастью, радости, удовольствию и к улучшению межличностных отношений. Весь расклад пошел именно на тему отношений. Вот так пошла информация, и я ее вот прочитала так, как мне ее Вселенная преподала через вашу энергию. Поэтому будьте готовы к встрече, а встреча приведет к огромному улучшению в отношениях, в вашем внутреннем состоянии и, конечно, к бесполезности борьбы. И вы это поймете, вы это осознаете и действительно будете получать удовольствие от всего, что происходит вокруг вас, по крайней мере того, что касается отношений.